Всем доброго времени суток. Этот выпуск вышел в свет благодаря моему подписчику Ренату, за что говорю ему спасибо. Он сделал еще сборку, о которой я расскажу и покажу в следующих выпусках, а вот отснял он все, конечно, очень даже хорошо. Но вы сами все сейчас увидите, а вот, кстати, как он снимал это, и могу сказать одно, мои подписчики лучшие. А теперь к сборке, и собиралось все клиенту, и за его бюджет предпочтения были в сторону процессоров от Intel. И поэтому был подобран i3 8100, так как в принципе на него и хватило денег, да и поменять его можно в будущем, если понадобится. Сокет 1151 версии 2, 8 поколение процессоров с ядром Coffee Lake от Intel с частотой в 3,6 ГГц и кэшем 3 уровня в 6 МБ. Построен он на 14-нанометровом техпроцессе, имеет 4 ядра, графическое ядро HD Graphics 630 и тепловыделение в 65 Вт. Материнская плата от Gigabyte B360MH формата microATX, 2 слота под оперативную память, и к слову о чипсете, процессор работает на чипсетах 300 серии и выше. Имеет 6 фаз питания, защиту от статики сетевой карты, экранированную аудиоподсистему, это для уменьшения помех. Также есть фишка с USB портами, а точнее с зарядкой даже в выключенном виде, а порты тут USB 3.1 и конденсаторы 100% твердотельные. В общем, довольно неплохая материнка, которая держит оперативную память до 32 ГБ, но слотов всего 2, и при желании апгрейд можно сделать. Оперативная память от фирмы Corsair Velu Select 2, планки по 8 ГБ с частотой 2400 МГц и таймингами 16, 16, 16, 39. В качестве накопителя используется M2 SSD от VD Green на 240 ГБ под систему и жесткий диск на 2 ТБ для файлов от VD Blue. Блок питания от Cougar STE500 на 500 Вт соответственно, по 12-вольтовой линии там 408 Вт, он полумодульный и с простым сертификатом 80+. Кулер от фирмы ID Cooling SE912i умеет рассеивать мощность до 100 Вт включительно за счет двух тепловых трубок и имеет на себе вентилятор на 120 мм. Видеокарта от Gigabyte GeForce 1660 на GDDR5 с 6 гигабайтами памяти на 192-битной шине, техпроцесс 16 нанометров и частота графического процессора 1582 МГц. Требует для себя блок питания не менее 400 Вт, ТДП у нее 120 Вт. Из выходов 1 HDMI и 3 DisplayPort. В общем, новинка и довольно интересная по цене и производительности. Ну и корпус от фирмы Aerocool, модель Cylon Mini, размер Mini Tower, боковое окно и закрыло, подсветка позиционируется как многоцветная. В целом же корпус не стыдный и очень дешевый, походу фирма Aerocool решила занять бюджетный сегмент во всех направлениях. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. А теперь тесты в играх, и у автора нет карты захвата, и поэтому все писал с Shadow Play. А значит, можно прибавить к производительности 10-15%. И первая игра Assassin's Creed Syndicate. Настройки на очень высоких Full HD и в помещениях FPS от 68 до 87 кадров.
it's murder. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed И процессор упирается в свои возможности, и поэтому видны призы. Если снизить качество, думаю, поиграть комфортно можно. Следующая игра, которая также требовательна к процессору, Battlefield 1, настройки на средних Full HD и вертикальной синхронизацией. И выдает стабильные 60 кадров. Процессор почти упирается в свои возможности, но игра идет без фризов в любых сценах. А вот при выключенной вертикальной синхронизации процессор почти всегда на 100% загружен, а FPS колеблется от 70 до 110, также без фризов. На очереди Far Cry New Dawn, настройки на высоких, текстуры в HD и тест производительности показал минимальный в 12, средний в 66 и максимальный в 91 кадр. Процессор все так же чувствовал себя некомфортно рядом с картой, а вот карта не была нагружена даже на 50-60%. Нельзя сказать, что она не нагружалась вообще никогда, так как когда процессор упирается в 100%, карта также достигает 98%, но это секундное дело. Ну и последняя игра, которую успел протестировать Ренат, это Fortnite, настройки на эпичных Full HD соответственно.
Тут уже видеокарта нагружается почти всегда на 90-100%, а процессор на 80-90%. И можно видеть, что FPS от 70 до 110 кадров. В общем, вот такая сборка получилась, и надеюсь, вам было так же интересно смотреть его, как мне было интересно делать этот выпуск. За подписку, лайк и колокольчик буду благодарен, этим я буду стимулирован на дальнейшее развитие канала. А в описании найдете мои группы, чаты, второй канал, который я также начал развивать, но уже другой тематики. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.